Всем привет! Сегодня приготовим 3 мясных рулета на праздничный стол. Первым приготовим аппетитный и эффектный рулет с сыром, фаршем и морковью. В миску разбиваем 4 яйца и немного перемешиваем. Добавляем 50 грамм сметаны. И еще я добавила 1 чайную ложку куркумы для придания рулету красивого желтого цвета. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. В подготовленные яйца насыпаем тертый сыр. Все перемешиваем. Приготовленную массу выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно ее разравниваем ложкой в прямоугольник размером примерно 35 на 25 сантиметров. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем примерно 15-20 минут. Достаем готовый корж и перекладываем на решетку. Даем немного остыть. Берем 400 грамм фарша, солим его и перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Все перемешиваем. Я использую свино-говяжий фарш, но также можно взять куриный или свиной. Сырно-яичный корж уже остыл, переворачиваем его вверх дном. Сверху выкладываем подготовленный фарш. Распределяем его по всей поверхности коржа. Сверху кладем листы нори. Мне для рулета понадобилось 3 листа. Если листы нори не подходят по размеру, то разрезаем их до нужного размера и кладем с небольшим нахлестом. Берем еще 50 грамм сыра и тоже трем его на мелкой терке. Равномерно посыпаем тертым сыром нори по всей поверхности. С края, который ближе к себе, выкладываем морковь по-корейски. Ее понадобится 150 грамм. Вместо морковки по-корейски можно использовать пассерованную морковь. Все сворачиваем в плотный рулет с помощью пергамента. Также этот рулет можно приготовить и без нори. Тоже получится вкусно, но уже не будет такого красивого разреза. Рулет заворачиваем в пергаментную бумагу со всех сторон. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем рулет примерно 40-45 минут. Готовый рулет оставляем остывать при комнатной температуре. А когда остынет, ставим в холодильник охлаждаться и стабилизироваться. Я оставила рулет на целую ночь. Остывший рулет нарезаем порционными кусками. Красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Рулет с сыром, фаршем и морковью вышел невероятно вкусным и очень привлекательным на вид. Готовится из доступных ингредиентов, а смотрится необычно и эффектно. И самое главное, такой рулет можно приготовить заранее, за день или даже 2 до торжества. Рулет прекрасно держит форму, остается сочным и экономит ваше время в день подачи. Вторым приготовим мясной рулет с курагой. Он невероятно вкусный и очень красивый в разрезе. Приготовить его можно заранее. Берем 200 грамм кураги, моем ее и заливаем горячей водой. Оставляем на 10 минут. Берем 1 килограмм свиной корейки и разрезаем ее вот таким образом вдоль по спирали. Должен получиться прямоугольный мясной пласт. Мясо отбиваем молотком с внутренней стороны. Наша задача сделать мясо более равномерным по толщине. Мясо солим. Посыпаем сладкой молотой паприкой. Я использую копченую. И перчим черным молотым перцем. Через пресс выдавливаем 4-5 зубчиков чеснока.
Все приправы распределяем по мясу руками. На подготовленное мясо выкладываем пластинки бекона. У меня свежий бекон, но также можно использовать варено-копченый. Если есть шкурка у бекона, то ее нужно срезать. Я для рулета использовала 200 грамм бекона без шкурки. Курага уже простояла 10 минут в горячей воде. Сливаем с нее воду и раскладываем по мясу. Начинаем выкладывать с той стороны, с которой начинаем скручивать рулет, и кладем насколько хватит. 50 грамм грецких орехов обжариваем на сковороде до легкого золотистого цвета. Жарим на среднем огне, постоянно перемешивая. Остывшие орехи измельчаем ножом. Подготовленными орехами посыпаем курагу сверху. Всю скручиваем в плотный рулет. Рулет перевязываем колбасной нитью. Если ее нет, то можно перемотать обычной хлопчатобумажной нитью для шитья. Для удобства ее желательно сложить в 2 или 3 раза. Рулет заматываем в пергаментную бумагу. Когда кладете рулет на противень, старайтесь, чтобы свободный конец рулета был снизу. Я немного не уследила, и шов получился немного сбоку. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 1 час. Пока запекается рулет, в мисочку кладем 1 столовую ложку сметаны и добавляем к ней 1 столовую ложку томатной пасты. Все перемешиваем. Прошел час, достаем рулет из духовки и сразу же, не дожидаясь остывания, разрезаем пергаментную бумагу сверху и открываем рулет. Также разрезаем и убираем все нитки. Рулет смазываем приготовленным томатно-сметанным соусом. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем еще 10 минут. Рулет готов, оставляем его остывать. Остывший рулет нарезаем порционными кусками, он очень хорошо режется. Красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Мясной рулет с курагой получился не только вкусным, но и эффектным в разрезе. Гармония соленого мяса и сладкой кураги придает блюду особую изюминку. К тому же такой рулет удобно приготовить заранее за 1-2 дня до праздника. Третьим приготовим нежный рулет, который точно удивит вас сочетанием вкусов. Он прост в приготовлении и по-настоящему праздничный. Готовится рулет из самых доступных продуктов. Сначала приготовим начинку для рулета. В закипевшую воду солим примерно половиной столовой ложки соли. В воду кладем 300 грамм куриной печени. Я ее предварительно помыла. После закипания воды варим печень примерно 15 минут. Готовую печень вынимаем из воды и оставляем немного остыть. Жидкость не выливайте, она нам еще понадобится. 1 луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. В сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. К луку добавляем морковь. Перемешиваем и пассируем еще 2-3 минуты до мягкости моркови. В чашу измельчителя кладем вареную куриную печень и пассерованные овощи. Наливаем 3 столовых ложки жидкости, в которой варилась печень. Измельчаем. Смотрим на консистенцию. Если нужно, то доливаем еще немного жидкости. Измельчаем. Сюда же добавляем примерно 70 грамм мягкого сливочного масла. Опять измельчаем. Пробуем на вкус. Если нужно, то еще немного солим и перчим черным молотым перцем. Измельчаем.
Печеночный паштет готов. Готовим клюквенный мусс. В сотейник насыпаем 100 г клюквы. Я использую замороженную клюкву. Наливаем 90 мл воды и насыпаем 80 г сахара. Все ставим на огонь. Когда ягоды станут мягкими, раздавливаем их ложкой. Варим на среднем огне после закипания примерно 15 минут. Получившуюся массу сразу же еще горячей перекладываем в сито. Клюквенный соус перетираем через сито. Оставляем остывать при комнатной температуре. Теперь приготовим корж для рулета. В миску разбиваем 4 яйца. Насыпаем 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку сахара. Все немного перемешиваем венчиком. Сюда же насыпаем 180 г муки и наливаем 50 г растопленного сливочного масла. Перемешиваем, насколько это возможно. Наливаем примерно 1/4 часть теплого молока и перемешиваем. Как только все перемешалось, добавляйте еще немного молока. Все сразу молоко не добавляйте. Благодаря именно этой последовательности добавления ингредиентов в тесте не будет комочков и его легко замесить венчиком вручную. Всего понадобится 360 мл молока. Приготовленное тесто выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Размер моего противня 42 на 35 см. Тесто распределяем по противню и ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Выпекаем 15 минут. Через 15 минут опускаем температуру до 180 градусов и печем еще 15 минут. Готовый корж вынимаем из духовки и оставляем остывать. Остывший корж снимаем с пергаментной бумаги и переворачиваем вверх дном. На него наносим приготовленный клюквенный соус. Равномерно его размазываем по всему коржу. По желанию такой рулет можно готовить и без клюквенного соуса. А вы, если бы готовили такой рулет, то сделали бы с клюквенным соусом или предпочли бы без него? Напишите свое мнение в комментариях. Дальше наносим печеночный паштет. Его тоже равномерно распределяем по коржу. Все скручиваем в плотный рулет. При скручивании стараемся сильно не сдавливать, чтобы начинка не вылезла из рулета. Готовый рулет заматываем в пищевую пленку и ставим в холодильник застывать. Я поставила на целую ночь. Рулет застыл, достаем его из пленки. Нарезаем порционными кусочками толщиной около 1 см. Рулет выкладываем на блюдо и подаем на стол. Этот рулет получается не только красивым, но и невероятно вкусным. Сочетание нежного теста, воздушного паштета и клюквенной кислинки делает этот рулет по-настоящему особенным. Попробуйте приготовить, уверена, что он вам точно понравится. И расскажите в комментариях, что думаете. Буду рада вашим лайкам и отзывам.